Трамп заявил, что США очень жестко ответят за атаку на американский танкер в Египте и призвал Зеленского закончить войну. Новый уровень шантажа. Йеменские хуситы планируют ввести плату за проход через Баб-эль-Мандебский пролив. Зеленский и Туск встретились в Люблине на фоне дипломатического кризиса между Польшей и Украиной. Торнадо в США оставили без электричества несколько городов, а рекордные пожары во Франции и Испании уничтожили уже тысячи гектаров леса. Выше Христа в Рио. Польские миллиардеры построили самую высокую Мадонну в Европе. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме пообещал нанести очень серьезный удар по Ирану в ответ на попытку атаковать американские базы минувшей ночью. Ответил он и на вопросы журналистов относительно добычи нефти в Северном море и дальнейшей судьбы законопроекта относительно санкций против России. Что касается войны, хотите ли вы, чтобы Палата представителей вернулась к рассмотрению законопроекта о санкциях против России и Ирана до 31 августа? Это необходимо. Хотя, если честно, этого не должно было бы быть необходимо. Но если это действительно нужно, то я поддерживаю. Вы говорите о предложении Линдси Грэма? Я хотел бы, чтобы они добавили в него тарифы в отношении Ирана, а не ограничивались только санкциями. Думаю, это важно. Именно этого хотел Линдси. Насколько я понимаю, в законопроекте предусмотрены тарифы в отношении России. Но не тех 5 стран, которые связаны с Ираном. Я хотел бы, чтобы тарифы распространялись и на Иран. Это сделало бы документ гораздо более действенным. Возможно, вы сможете передать им эту идею. Я считаю, что такие меры должны быть предусмотрены не только против России, но и против Ирана. Именно этого и добивался Линдси. Как прошла ваша встреча с президентом Владимиром Зеленским вчера? Хорошо. Вы видите какие-то временные рамки для... Нет. Хорошо, послушайте, он занимается своими делами. Я бы хотел, чтобы он закончил войну. Так что все очень просто. Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным, я лажу с президентом Зеленским. И я сказал ему, что хочу закончить войну, чтобы война закончилась. Тысячи людей, 25 тысяч человек погибли в прошлом месяце. Это стандарт, и это неприемлемо. Поэтому я сказал просто прекратите войну. Что касается атаки, удара беспилотника по танкеру сжиженного природного газа у берегов Египта. Что вы можете рассказать об этом? И есть ли какие-либо признаки того, что это связано с Ираном? Я скоро представлю вам отчет. Меня уже проинформировали о ситуации. В целом, это во многом повторение того, что было раньше. Но ситуацию можно исправить. И мы ее исправим. А пока мы нанесем по ним очень мощный удар. Потому что теперь наша очередь наносить удар. Они знают, что это приближается. Они просят нас этого не делать, но, знаете, прошлой ночью они попытались атаковать. Они выпустили 5 ракет, летевших со скоростью 8500 миль в час. Все 5 ракет были сбиты, однако они все же предприняли эту попытку. Теперь наша очередь. И посмотрим, удастся ли нам в какой-то момент прийти к соглашению. Но удар по ним будет очень сильным. Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции также рассказал, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм сообщил ему о планах открыть Северное море для добычи нефти, что ознаменует собой сдвиг в энергетической политике страны. Ну, он сказал одну очень хорошую вещь. Он сказал, что собирается открыть Северное море для добычи нефти. Если он это сделает, вы станете богатой страной. Если он сделает это разумно. Я говорил премьер-министру Стармеру, откройте Северное море. Откройте его, все будет хорошо. Откройте его. У Норвегии на счету триллионы долларов. Триллионы? Она продает свою нефть из Северного моря. И у Шотландии есть большая часть Северного моря. И у вас есть 500, 600, 700 лет. У вас есть районы Северного моря, которые еще даже не исследованы. У вас есть одно из самых ценных месторождений нефти в мире. И если бы Соединенное Королевство использовало его, оно снова стало бы богатой страной. И я вам скажу, я не смог уговорить Стармера использовать его. Это было невероятно. Все, кого я знаю в нефтяном бизнесе, говорили, пожалуйста, откройте Северное море. Убедите их открыть его. Они очень этого хотят. И если вы откроете Северное море для нефтяных компаний, Шотландия, Ирландия, Великобритания в целом, но это же прямо в Абердине, Шотландия, прямо в Абердине. И это будет один из самых динамично развивающихся. Знаете, раньше его называли нефтяной столицей Европы. Абердин был столицей Европы. А теперь там не будет нефть. У вас есть одна из лучших нефтяных зон. Это лучший инструмент на планете. И это невероятно. Вам не нужно платить Норвегии втрое больше, чем им стоит ее добыча. У вас есть своя нефть и газ. Если вы будете использовать Северное море, Великобритания станет действительно богатой страной. Я не могу это объяснить. Новый джентльмен, когда я с ним разговаривал, сказал, что собирается открыть Северное море.
Посмотрим, произойдет ли это. В свете того, что продвинутые модели искусственного интеллекта ChatGPT вырвались из лаборатории и начали кибератаки, рассматриваете ли вы возможность усиления контроля над ИИ и готовы ли вы к переговорам? Мы рассматриваем вопросы, связанные с искусственным интеллектом, изучаем меры регулирования и одновременно следим за тем, чтобы сохранять лидерство. Сейчас мы значительно опережаем Китай в сфере искусственного интеллекта. В Китае практически нет никаких ограничений. Там в этом плане гораздо больше свободы действий. Поэтому нам нужно действовать очень осторожно. Мы не хотим вводить такие ограничения, из-за которых вдруг окажемся позади Китая. Тот, кто победит в гонке за лидерство в области искусственного интеллекта, станет победителем в целом. Настолько это важно. Это даже масштабнее, чем когда-либо был интернет. Это больше, чем что-либо, что существовало раньше. Поэтому я не хочу ограничивать этих людей. Я знаю многих из них и не хочу мешать им заниматься своей выдающейся работой. Йеменская группировка хуситов рассматривает возможность введения собрания за проход коммерческих судов через южную часть Красного моря. Об этом стало известно спустя неделю после того, как 20 июля хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, открыв новый фронт против США и их союзников в контексте войны с Ираном. По словам региональных источников, осведомленных о ситуации, группировка, поддерживающая Иран, расширяет атаки на танкеры с энергоносителями и другими грузами в водах за пределами Персидского залива. Вернувшиеся самолетом из Тегерана представители хуситов прибыли вместе с иранскими советниками. Те на месте помогали создать орган, который будет регулировать собрание за проход через Баб-эль-Мандебский пролив, рассказал агентству арабский чиновник в регионе. Южный выход из Красного моря имеет критическое значение для мировой торговли. Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и Аравийским морем и является частью кратчайшего морского маршрута между Азией и Европой через Суэцкий канал. По данным Управления энергетической информации США, в первом квартале 2026 года через Баб-эль-Мандеб ежедневно перевозили около 5,4 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. После предыдущих атак хуситов часть операторов уже направляла суда вокруг мыса Доброй Надежды, что увеличивает продолжительность и стоимость перевозок. Введение сборов может стать попыткой хуситов превратить военный контроль над морским маршрутом в постоянный финансовый механизм. В то же время требования платить за безопасный проход могут быть восприняты судоходными компаниями и государствами как принуждение и создать предпосылки для нового военного ответа. Даже без полного перекрытия пролива угроза новых атак способна повышать страховые премии, фрахтовые ставки и расходы на доставку нефти, топлива и контейнерных грузов. Национальная армия Йемена, законные правительственные силы, противостоящие хуситам, представила свой односторонний ударный беспилотник «Эйбан», а также вторую систему под названием «Накм». Конструкции беспилотников практически идентичны американскому «Лукас», который, в свою очередь, был создан путем обратного проектирования иранского «Шахед-100-36», используемого хуситами против Саудовской Аравии и поставляемого им на корабли. Пока не ясно, были ли беспилотники поставлены США напрямую, собраны из комплектов или клонированы на месте. Это впервые предоставляет противникам хуситов недорогое оружие массового поражения. Демонстрация нового вооружения происходит на фоне резкого активизирования правительственными войсками воздушных операций и ударов по позициям хуситов в провинциях Марб и Эль-Джауф. После заседания Кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшие дни в парламент будет направлен законопроект, касающийся распуска запрещенной вооруженной рабочей партии Курдистана. Документ должен закрепить правовые механизмы мирного процесса, разоружения и окончательного распуска организации, а также определить порядок завершения многолетнего конфликта. Законопроект предусматривает, что бывшие участники РПК, находящиеся на территории Турции, будут находиться под судебным надзором в течение 5 лет, а также не смогут заниматься политической деятельностью в этот период. При этом лидерам организации будет запрещен въезд в Турцию, а ее основатель Абдулла Аджалан останется в заключении на острове Имралы. Власти рассчитывают, что парламент рассмотрит и примет документ в ближайшее время, завершив законодательное оформление процесса, который начался после объявления РПК о самороспуске и сложении оружия. Когда будет устранено препятствие в виде терроризма, экономика Турции начнет писать новую историю во всех областях. Мы верим в это всем сердцем. В ближайшие дни мы представим на рассмотрение нашего опытного парламента правовое регулирование, над которым мы работаем уже некоторое время. Как Народный альянс, Альянс партии справедливости и развития, партии национального движения и других партий, несмотря на различные трудности, мы, с Божьей помощью, доведем этот важный процесс, который мы осуществляли в полной солидарности до его завершения при поддержке наших политических партий, которые ставят национальные вопросы выше своих личных интересов. Глава польского правительства Дональд Туск и украинский президент Владимир Зеленский встретились в Люблине, когда Зеленский возвращался в Украину после визита в США, где он встречался с американским лидером Дональдом Трампом и сенаторами.
Зеленский проинформировал Туска о ходе переговоров в Вашингтоне. Кроме того, по словам премьера Польши, они обсудили вопросы польских инвестиций в Украину, сотрудничество в сфере противоракетной обороны и поддержку Киева в борьбе с российским агрессором. По данным польских СМИ, встреча Туска и Зеленского длилась около часа. По ее итогам лидеры не выходили на пресс-конференцию. Следует отметить, что это первый визит украинского президента в Польшу после конфликта между Киевом и Варшавой, разразившегося из-за присвоения Зеленским военному подразделению имени Героев УПА. Общение между Зеленским и Туском также проходило на фоне инцидентов с агрессией против украинских граждан в Польше в последние дни. Соратник Мерца избран руководителем крупнейшей фракции Германии. Бывший глава ведомства федерального канцлера Торстен Фрай избран председателем фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге. Решение было принято большинством голосов на специальном заседании депутатов ХДС и ХСС. Фрай сменил на этом посту Йенса Шпана, который подал в отставку около 1,5 недели назад. Кандидатуру нового руководителя фракции ранее предложили канцлер Германии Фридрих Мерц, а также глава ХСС Маркус Зёдер. 52-летний политик считается близким соратником Мерца. До перехода в руководство правительства он уже работал в парламентской фракции. Был ее заместителем председателя, а с 2021 года занимал пост первого парламентского управляющего. Наш коллега Торстен Фрай был сегодня избран новым председателем парламентской группы ХДС, обеспечив поистине великолепный и впечатляющий результат, получив почти 93% голосов. Хочу также отметить это здесь, дорогой Торстен Фрай. Поздравляю от имени ХДС с избранием председателем парламентской группы. Мы провели интенсивное обсуждение состояния ХДС и ХСС. Естественно, никого из нас могут устраивать результаты опросов, колеблющиеся в районе 22 или 24%. Цифры, которые ставят нас лишь на второе место. С 1949 года ХДС, ХСС всегда стремились формировать будущее нашей страны. Мы всегда стремились широко представлять политический центр. В данный момент мы этого не делаем. Именно поэтому мы все должны вместе подумать о том, что нам нужно улучшить, где нам нужно предложить более эффективную политику и как мы можем вернуть доверие людей, которые сейчас нам не доверяют. В парламентской группе состоялась действительно хорошая, справедливая и очень уважительная дискуссия. Выступавшие коллеги, всего 15 человек, если я правильно посчитал, осветили широкий круг аспектов и различные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. В частности, вопрос о том, как мы можем добиться успеха на предстоящих выборах, но прежде всего, как мы можем должным образом решить социально-политические проблемы, стоящие перед нашей страной. В парламентской группе и правительстве еще необходимо произвести несколько назначений на новые должности. Они уже известны. Я не планирую никаких дальнейших изменений. Я только что заявил об этом на заседании парламентской группы. Я считаю, что нынешний состав правительства является правильным для решения и преодоления задач следующих 2,5 лет. И в этом отношении, насколько мне известно, нет абсолютно никаких планов по дальнейшим кадровым изменениям. Вооруженные силы Украины потеряли истребитель F-16. На одном из направлений фронта, сообщают воздушные силы, пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей противника. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация. Летчик был вынужден катапультироваться, говорится в сообщении. Также сообщается, что на месте падения самолета работают эксперты и правоохранители. Жертвы среди гражданского населения и разрушения не зафиксированы. Во многих городах на юго-западе Франции, включая Бордо, из-за густого дыма от лесных пожаров жителям рекомендуют без необходимости не выходить из дома. Улицы окутала гарь, а спасатели продолжают бороться с крупнейшим за последние годы возгоранием. Кадры с дронов показывают выжженную землю, почерневшие леса и руины домов недалеко от коммуны Ле-Темпль. Огонь в департаменте Ланды уже уничтожил более 42 тысяч гектаров, преимущественно соснового леса, и вынудил эвакуировать около 220 тысяч местных жителей и туристов. Несмотря на то, что примерно 60 тысяч человек уже смогли вернуться домой, пожарные предупреждают, ситуация остается сложной. Власти ожидают, что температура воздуха в регионе поднимется до 41 градуса, что может осложнить борьбу с огнем. Да, я немного волнуюсь, потому что меня в некотором смысле считают группой высокого риска. Но это не значит, что мы перестанем жить. Мы просто адаптируемся, будем носить маски. Мы также проверяем качество воздуха утром, прежде чем встать, чтобы соответствующим образом скорректировать свой день. Поскольку у меня есть больная подруга с проблемами дыхания, я позволил себе купить ей несколько масок, потому что сегодня днем, в полдень, воздух был более-менее чистым, а сейчас мы чувствуем, что ветер изменил направление. Стало немного темнее, и мы чувствуем сильный запах дыма. Не менее тяжелая ситуация складывается и в Испании. Из-за приближения лесного пожара были эвакуированы жители дома престарелых в деревне Муга де Сайего, где полицейские помогали пожилым людям покинуть опасную зону.
Тем временем в провинции Кастильон огонь остается неконтролируемым, уничтожив уже более 10 тысяч гектаров территории. Около 10 тысяч эвакуированных жителей по-прежнему не могут вернуться в свои дома. Министр внутренних дел Испании предупредил, что страну ожидают 3 тяжелых дня из-за сильного ветра и экстремальной жары. По данным Национальной метеослужбы, температура в ряде регионов достигнет 40 градусов, а как минимум в 6 автономных сообществах объявлен оранжевый уровень опасности. Жители Артаны в Испании стали свидетелями того, как зеленые горы, окружавшие их дома, почернели после лесных пожаров, лишив их родину идентичности. Каждый день видишь свою гору, зеленую и полную диких животных с чистым воздухом, а потом вдруг приезжаешь сюда и видишь, что это как Мордор во «Властелине колец», полностью выжженный. Мы теряем свою идентичность места, где мы выросли. Мы выросли здесь, в этих горах. Мы бегали, бросали камни, строили хижины и укрывались под верхушками этих великолепных сосен. И это душераздирающе, что мы теряем это. Мы никогда в жизни не сталкивались ни с чем подобным. Мы пережили несколько лесных пожаров, но ничего подобного. Артана была одним из немногих муниципалитетов, которые расчищали окраины города зимой. Весь периметр был очищен, потому что там было много опавшей листвы и подлеска. Муниципалитет проделал большую работу по очистке и улучшению города в этом отношении, но, как вы видите, горы горят у нас на глазах. Лесные пожары в Греции унесли жизни 3 пожарных, которые участвовали в тушении огня на острове Крит и в регионе Пелопоннес. 2 спасателей погибли, оказавшись в огненной ловушке во время переброски между очагами возгорания недалеко от деревни Криабриси. Еще 1 пожарный погиб при ликвидации отдельного пожара на Пелопоннесе. Из-за стремительного распространения огня, которое усиливает сильный ветер, власти эвакуировали жителей и туристов из Криабриси и нескольких соседних населенных пунктов. Пожарные продолжают борьбу со стихией, которая угрожает жилым районам и популярным туристическим направлениям. Жители Менаши в штате Висконсин оценивают ущерб после того, как торнадо пронесся по Среднему Западу США, оставив дома разрушенными и без электроснабжения. Торнадо оставил за собой широкую полосу разрушений в Менаше и соседнем Эпплтоне. По улицам разбросаны обломки, повреждены опоры линий электропередач. Сильный ветер срывал крыши с домов, переворачивал автомобили, валил деревья и линии электропередачи, а также разбрасывал обломки по дорогам. В ряде районов движение оказалось затруднено. Из-за удара стихии без электроснабжения остались более 30 тысяч потребителей. Власти предупреждают, что восстановление подачи электроэнергии в пострадавших районах может занять несколько дней. Сообщений о погибших и пострадавших пока не поступало. Вместе с тем, экстренные службы продолжают обследовать пострадавшие районы и оценивать масштабы ущерба. Поваленные деревья перекрыли дороги, а горожане очищали свои участки от веток и мусора. Президент Перу Кейко Фухимори возглавила большой парад и гражданско-военное шествие в Лиме, посвященное Дню независимости страны. Торжественные мероприятия состоялись на следующий день, после ее официального вступления в должность главы государства. 50-летняя Фухимори стала первой женщиной в истории Перу, избранной президентом страны. После церемонии она была официально признана верховным главнокомандующим вооруженными силами и национальной полицией Перу. В праздничных мероприятиях также приняли участие председатель Совета министров Луис Галаретто, члены правительства и высшее военное руководство. Победа Фухимори на июньских выборах ознаменовала возвращение к власти одной из самых влиятельных и противоречивых политических династий Перу. По оценкам политических аналитиков, ее избрание отражает продолжающийся правый политический сдвиг в Латинской Америке и курс на укрепление отношений с США, а также ужесточение политики в сфере безопасности. Я очень тронута как перуанка, как и все перуанцы, присутствующие здесь на военном параде. И я еще больше тронута. Мое сердце бьется быстрее, потому что мой сын, который является офицером, марширует в параде. И я очень рада победительнице, которая является нашим президентом, Кейко Фухимори. Мне кажется, что Кейко Фухимори здесь на этот раз для того, чтобы убедиться, что все, что она говорит о безопасности населения, воспринимается всерьез. Я думаю, ей это удастся, и я надеюсь, что так и будет. В польском селе Конотопье, неподалеку от Торуня, завершается возведение монументальной статуи Божьей Матери, которая после завершения строительства станет самой высокой скульптурой такого рода в Европе. Торжественное открытие запланировано на 15 августа этого года. Хотя до церемонии остается около 2 недель, гигантский монумент уже привлекает множество любопытных туристов и паломников. Высота памятника составит 55,5 метра, больше, чем у известных статуй Христа в Рио-де-Жанейро и Свебодзине. Сама фигура Богородицы будет иметь высоту 40 метров, а еще 15 метров добавит постамент в форме короны. В нем обустроят смотровую площадку, с которой посетители смогут любоваться панорамой окрестностей. Основателем проекта стал польский предприниматель-миллиардер Роман Каркосик, который полностью финансирует создание памятника.
Авторы проекта подчеркивают, что целью строительства является не только создание рекордного по размерам сооружения. Монумент должен стать местом молитвы, размышлений и паломничества. Я так тронута, что у меня нет слов. Территория прекрасна, а статуя просто потрясающая. Впечатления фантастические. Мы глубоко растроганы, и нам очень нравится как сама скульптура, так и то, как обустроена территория. Лучше потратить деньги на что-то подобное, чем на другую ерунду. Я верю в это. Я храню это в своем сердце. Я полностью за это. Это самая высокая статуя Девы Марии в Европе. В Азии есть статуя на несколько метров выше. Но она измеряется по-другому, потому что стоит на насыпи холма. Здесь же мы имеем дело с полностью железобетонной конструкцией, как фигурой Марии, так и короной, которая служит смотровой террасой. Это уникальный проект, потому что посетители смогут подняться внутрь. Потребовалось 3400 кубических метров бетона и почти 500 тонн стали, поэтому это массивный, тяжелый памятник. Он весит 11 тысяч тонн. Отношение людей, работающих здесь, было замечательным. Ребята, работавшие над этим проектом, верили в него и гордились тем, что строилось. Поэтому никогда не было необходимости подгонять кого-либо к работе. Позолоченные статуи «Искусство войны» у мемориала Линкольна в Вашингтоне вновь становятся видны после масштабной реставрации. Вокруг монументальных скульптур начали демонтировать строительные леса, что свидетельствует о скором завершении восстановительных работ. Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографии обновленных памятников, назвав реставрацию важным этапом благоустройства исторического центра американской столицы. Работы стали частью масштабной программы реконструкции и обновления федеральных объектов, инициированной после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Скульптурные композиции «Искусство войны» и «Искусство мира» украшают главные подходы к мемориалу Линкольна и считаются одними из самых узнаваемых памятников Вашингтона. Бронзовые статуи, покрытые сусальным золотом, были созданы по проектам скульпторов Лео Фридлендера и Джеймса Эрла Фрейзера, установлены в 1951 году и входят в состав исторического района Национальной аллеи. После завершения реставрации посетители вновь смогут увидеть монументы практически в их первоначальном облике.